Что за черная пирамида была обнаружена на Аляске? Почему ее охраняют лучше, чем ядерный арсенал США? Я расскажу про эту невероятную находку, свидетельства очевидцев и теории, которые витают вокруг этого странного объекта. И поверьте, тут есть чему ужаснуться, ведь эта штука может разрушить нашу планету, но про это в конце. Черная пирамида на Аляске – это одна из самых загадочных находок, которая окружена множеством теорий и легенд. Но обнаружили ее уже давно, просто скрывали. We do not care. История этой пирамиды начинается в 1992 году, когда китайское ядерное испытание в Лопнуре вызвало аномальные сейсмические данные. По этим данным, американские ученые обнаружили подземную структуру пирамидальной формы вблизи горы Денали. Первоначально аномалию приняли за землетрясение, но дальнейший анализ показал наличие объекта, который по оценкам был значительно больше египетской пирамиды Хеопса. Это открытие вызвало невероятный интерес среди уфологов, конспирологов и даже некоторых ученых. Вскоре после этого началась череда странных событий. Один из наиболее известных сторонников существования пирамиды – отставной офицер американской разведки Дуг Мучлер, который в 2012 году рассказал, что эта находка была скрыта правительством. По его словам, военные знали о существовании пирамиды еще с 90-х годов, но вся информация была засекречена. Он утверждает, что видел новостной репортаж о пирамиде на местном телеканале, но вскоре все следы этого сюжета были стерты. Странно, да? Интерес к черной пирамиде подогревается не только ее загадочной природой, но и тем фактом, что Аляска сама по себе – место многих необъяснимых явлений. Так называемый Аляскинский треугольник, область, где исчезают самолеты и люди, лишь усиливает мистику вокруг этого объекта. И дальше я расскажу вам про самые жуткие теории, которые подкрепляются показаниями свидетелей. Но давайте поговорим и про размеры. Согласно различным источникам, высота черной пирамиды составляет примерно 170 метров, что делает ее больше Великой пирамиды Хеопса. Интересно, что пирамида полностью скрыта под землей. Ее вершина находится на глубине примерно 46 метров под поверхностью, а основание уходит на глубину около 200 метров. По одной из версий, эта загадочная структура состоит из черного камня неизвестного происхождения. Отсюда и название «Черная пирамида». Мнения о ее назначении расходятся. Одни утверждают, что пирамида служила энергетическим генератором, способным обеспечивать энергией огромные территории, вплоть до Аляски и Канады. Такие утверждения возникли на основе необычных электромагнитных помех, зафиксированных в районе предполагаемой пирамиды, что породило гипотезы о ее связи с древними технологиями или даже внеземным происхождением. Хотя официальных исследований структуры пирамиды нет, а ее существование не подтверждено научными данными, рассказы о пирамиде постоянно всплывают в конспирологических кругах. Интерес подогревается теориями о том, что правительство США намеренно скрывает объект, чтобы не раскрывать древние или внеземные секреты. Но про эти свидетельства я расскажу чуть дальше. А пока предлагаю окунуться в самые загадочные и мистические теории. Итак, первое. Существует версия, что черная пирамида на Аляске может быть не просто древним артефактом или энергетическим генератором, а входом в подземный мир, скрывающий целую цивилизацию, которая живет под поверхностью Земли. Теория о подземной цивилизации указывает на то, что древние существа или люди, обладающие знаниями, значительно превосходящими современные, скрываются в глубинах под пирамидой. Эта цивилизация существует тысячелетиями и использует пирамиду как своего рода лифтовую шахту для выхода на поверхность. Черная пирамида служит порталом или переходом между двумя мирами – нашим и подземным. Исследователи, которые осмелились приблизиться к пирамиде, говорили о странных звуках, которые доносились из-под земли, как будто кто-то или что-то поднимается к поверхности. Очень низкий и глубокий рокот, заставляющий замирать от страха.
Есть гипотезы, что эти существа выходят на поверхность через пирамиду для наблюдения за нашей цивилизацией, и, возможно, они играют скрытую роль в развитии человечества. Согласно легендам, подземные жители обладают технологиями, способными манипулировать энергией и пространством, что может объяснять загадочные электромагнитные аномалии вокруг пирамиды. Эти существа могли построить пирамиду для того, чтобы регулировать свои выходы на поверхность и взаимодействие с нашей цивилизацией. Возможно, они до сих пор используют пирамиду для поддержания баланса между мирами, опасаясь, что ее открытие или разрушение может нарушить этот хрупкий баланс и привести к глобальным катастрофам. Why you have to be mad? И да, такая вероятность действительно существует, но про это расскажу в конце, после еще нескольких жутких версий и свидетельств. А еще я расскажу про странные исчезновения самолетов, которые произошли на Аляске, но в своем телеграм-канале «Необычная Америка», в котором я публикую самые невероятные истории из жизни в США и делюсь важными новостями. Подписывайтесь! А что по поводу НЛО? Одна из самых популярных теорий утверждает, что пирамида могла быть построена не людьми, а пришельцами тысячи лет назад. Эта теория, как и многие другие, опирается на гипотезу древних астронавтов, согласно которой инопланетяне посещали Землю в далеком прошлом и строили огромные сооружения, включая пирамиды как часть сети энергетических генераторов по всему миру. What I do? Некоторые сторонники этой теории считают, что пирамиды способны концентрировать и передавать энергию, и что черная пирамида на Аляске выполняла именно такую функцию. Связь с НЛО проявляется через многочисленные сообщения о необъяснимых явлениях в районе предполагаемой пирамиды. Какими? Например, случай 1986 года, когда экипаж японского самолета, летевшего над Аляской, зафиксировал 3 необычных объекта, которые сопровождали самолет и двигались с невероятной скоростью, выполняя маневры, невозможные для земной техники. How? Эти объекты были зафиксированы радарами, что вызвало множество вопросов о возможной связи с инопланетными технологиями. Кроме того, многие исследователи утверждают, что присутствие черной пирамиды может объяснить необычные электромагнитные помехи, которые фиксировались в этой зоне. Или вот еще один случай. В 2010 году команда из 5 человек отправилась в удаленные районы Аляски, недалеко от горы Денали, в поисках свидетельств существования таинственного подземного объекта. Их миссия была сугубо научной – изучение сейсмических данных и странных электромагнитных аномалий, о которых сообщали местные жители. Однажды ночью, когда группа остановилась на плато, их приборы внезапно начали фиксировать сильные электромагнитные помехи. Все GPS-устройства перестали работать, компасы отклонялись на десятки градусов, и рации начали издавать странные неразборчивые звуки. В этот момент один из участников заметил яркие огни на горизонте, которые двигались с невообразимой скоростью. Эти огни то резко поднимались в небо, то стремительно погружались в темные глубины горизонта. Исследователи, ошеломленные увиденным, пытались зафиксировать объекты на видеокамеры, но все оборудование вышло из строя в тот момент, когда огни приблизились к их лагерю. Описывая объект, один из участников экспедиции сказал, что это выглядело как треугольные формы с мягким, почти пульсирующим свечением, которые, казалось, нарушали законы физики. Эти объекты двигались беззвучно, исчезая и появляясь мгновенно в разных частях неба. Событие длилось всего несколько минут, но на следующий день исследователи обнаружили, что их техника серьезно повреждена, а радиоприемники продолжали издавать странные шумы. I don't like where this is going. В то же время все участники группы ощущали беспричинную тревогу, как будто что-то или кто-то наблюдало за ними из тьмы. По возвращении их данные были засекречены, а несколько членов команды позже сообщили о странных снах и ощущении, что они больше никогда не смогут забыть то, что видели в ту ночь. А знаете, что еще оставляет неизгладимые впечатления? Проблемы со страховкой в США. Вот что делать, если попадаешь в ДТП в США. Куда обращаться за помощью, чтобы не обманули.
Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на 21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы, ссылка в описании. Но встречают не только огни, но и странных существ. В 2015 году еще одна группа исследователей, состоящая из 5 человек, направлялась к месту, где, по их данным, фиксировались аномальные электромагнитные сигналы. Это было частью их миссии – изучить эти сигналы и определить, могут ли они быть связаны с древними артефактами или подземными структурами. На второй день экспедиции, глубокой ночью, группа заметила движение вдали, в полумраке надвигающейся метели. Сперва они подумали, что это дикие животные, возможно, лоси или медведи, но то, что они увидели дальше, было совершенно не похоже на что-то известное. Вдалеке, на фоне белого снега, виднелись высокие фигуры, которые двигались совершенно бесшумно. Они передвигались с необычайной легкостью, как будто парили над поверхностью. Их конечности были непропорционально длинными и тонкими, а движения – плавными и в какой-то степени механическими. Один из участников экспедиции, инженер по имени Томас, попытался заснять это явление на камеру, но техника отказала. Аккумуляторы резко разрядились, несмотря на то, что оборудование было заряжено утром. Как только исследователи начали обсуждать, что им делать, фигуры внезапно остановились, как будто заметили их, и на несколько минут застыла напряженная тишина. После этого существа резко исчезли в метели, словно растворились в снегу. После возвращения в лагерь участники были полны тревоги и удивления. Они описывали существ как высоких, около 2,5 метров в высоту, с гладкими телами и светящимися глазами. Некоторые из них утверждали, что видели нечто похожее на световые полосы или энергетические следы, которые существа оставляли после себя. Emotional, damn it! Вот как такие свидетельства можно объяснить? Может ли это быть результатом атмосферных аномалий, иллюзий в условиях суровой природы Аляски, или мы столкнулись с проявлением неизвестных форм жизни? Возможно, эти существа как-то связаны с Черной пирамидой, используя ее как портал или способ проникновения на нашу планету. И, конечно, существует версия, что здесь есть русский след. What is he doing? He's beginning to believe. В 1970-х годах, во времена Холодной войны, советские военные активно проводили различные испытания на территории Аляски, которую они рассматривали как стратегически важную точку. Согласно некоторым теориям, русские использовали обширные подземные районы Аляски для секретных ядерных и геофизических экспериментов. Одной из версий является то, что во время таких экспериментов было случайно обнаружено аномальное подземное образование – пирамидальная структура, которая позже стала известна как Черная пирамида. Используя специализированное оборудование для исследования земной коры, советские ученые обнаружили необычные электромагнитные поля и сейсмическую активность, что привлекло их внимание к этой области. В ходе одного из экспериментов, предположительно связанного с подземными ядерными взрывами, были зафиксированы данные о гигантском подземном объекте, который выглядел как рукотворная пирамида. Хотя эта информация не получила официального подтверждения, она могла стать причиной того, почему Россия продолжала проявлять интерес к регионам, близким к Аляске. Советские военные могли намеренно скрывать свои открытия, опасаясь раскрытия секретных данных или их использования в других целях. Что происходит там сейчас? Черная пирамида на Аляске тщательно охраняется американскими военными, что добавляет таинственности вокруг этого объекта. По рассказам очевидцев, объект скрыт под землей и находится под круглосуточной охраной спецподразделений.
Некоторые источники утверждают, что этот район настолько засекречен, что его защита превосходит даже меры, применяемые для самых секретных военных объектов, таких как проект «Манхэттен». Таинственные вооруженные силы, о которых часто упоминают в историях, якобы носят черные униформы без опознавательных знаков. Что это за войска, неизвестно. Свидетели сообщают, что они используют высокие технологии для мониторинга территории, включая дроны и системы радиопомех, чтобы ни один посторонний не мог приблизиться к пирамиде незамеченным. В некоторых рассказах говорится, что приборы и техника в этом районе начинают работать неисправно из-за мощных электромагнитных полей, что еще больше усиливает мистику вокруг пирамиды. Легенды гласят, что любая попытка приблизиться к месту, где предположительно находится пирамида, немедленно пресекается. Пилоты и исследователи, осмелившиеся приблизиться к этой зоне, сталкивались с необъяснимыми помехами в навигации и связью. Некоторые из них рассказывали, что их самолеты и вертолеты попадали под воздействие невидимых сил, которые заставляли их оборудование отключаться. Все это создает ощущение, что правительство США не просто охраняет пирамиду, но и пытается скрыть ее истинное предназначение и мощь. Эти истории порождают массу вопросов. Что же на самом деле скрывают в недрах Земли? Возможно ли, что это не просто древний артефакт, а нечто, обладающее невероятной энергией, которую человечество еще не может понять? И да, возможно, такая охрана действительно просто необходима. Многие теории предполагают, что этот древний подземный объект обладает мощью, способной не только генерировать невероятные объемы энергии, но и представлять серьезную опасность для всего мира. I'm here to tell you right now. По некоторым рассказам, пирамида может быть не просто энергетическим генератором, а активным источником разрушительной силы. Некоторые исследователи уверены, что пирамида может быть неустойчивой, и ее энергетические импульсы могут вызвать катастрофические последствия. Одной из самых пугающих теорий является предположение, что пирамида способна вызывать глобальные сейсмические аномалии. В случае неправильного использования ее древних технологий существует вероятность, что пирамида может вызвать сильнейшие землетрясения, приводящие к разрушительным цунами или глобальному изменению климата. Это объясняет, почему правительство настолько серьезно охраняет объект, не допуская посторонних. Более мистические версии указывают на то, что сама пирамида может быть своего рода машиной судного дня, запрограммированной для запуска в определенных условиях. Возможно, эта древняя структура была создана как оружие, которое может быть активировано, если человечество приблизится к определенной черте разрушения. Эдакий механизм самоликвидации планеты. Легенды гласят, что пирамида способна воздействовать на сознание людей, заставляя их ощущать страх или беспокойство, что лишь усиливает ощущение опасности вокруг нее. Но все это только слухи и предположения, хотя, как говорится, дыма без огня не бывает. Bro, what are you talking about, man? Ведь зачем-то США охраняют эту территорию. Может быть, это просто военная база, но нам остается только гадать. А вы верите в черную пирамиду? Чем она может быть, по вашему мнению? Обязательно пишите в комментариях, мне будет интересно узнать. И да, огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться и ставить лайк, ведь впереди еще много интересного.